если что, в один таргет убивайте в призывных. Все, в один таргет, вот этот. Все, вот этого и убиваем. Комьюнити все никак не может дождаться релиза PvE арен, новых рун и персонажа. Последние несколько патчей касались больше баланса, чем каких-то нововведений, пока релиз нового контента был перенесен раз в 5 уже, наверное. Все понимают, что разработка где-то идет не идеально, но лучше бы, наверное, людей не подталкивать брать выходные или отпуска. Не спать ночью напрасно в ожидании выхода нового контента. В этот раз перенос был на 3 октября, на пятницу. Но в предыдущую они релизнули неплохие фиксы баланса, в которых были солидно порезаны спеллпауэр луки, роги и шаманы по урону. И наконец мы увидели ДПС-метр. С первой альфы, наверное, хотел его увидеть, и, наконец, теперь можно отслеживать свой урон и урон союзников. Удобная штука, добавляет и интереса в игру, и комфорта. Позволяет отслеживать урон по манекену, проверяя билды, да и просто увлекательнее партийный геймплей. Конечно, много чего не хватает в этом ДПС-метре. Хилов, уровня агрессии, какой скилл сколько нанес, сброса, сохранения, кастомизации, отслеживания урона тотемов, волков, рун и прочее. Но, как было заявлено, дополнительные функции будут введены тоже. Так что в целом круто, что ДПС-метр есть, это большой плюс. Импланты теперь дают меньше спеллпауэра, например, Хавок, который давал 120 СП, теперь дает 90. Кроме этого, у лучника порезан урон от всех его СП обилок, тучка W существует теперь на 1 секунду меньше, стена от ульты дамажит также меньше, и что одно из самых приятных, кулдаун на ульте у лучника увеличен в 2 раза. Конечно, КДРом можно разогнать снова на приличный КД, но придется сильно заморочиться, жертвуя чем-то другим. Из-за этих изменений файты на БГ и аренах стали заметно дольше, как будто интереснее. Хотя по ощущениям СП-шаманам и СП-рогам сейчас приходится не очень комфортно. Они не вносят большого урона, как раньше, по брузерным целям, но все еще могут наносить серьезный дэмэдж с квишовым персонажем. Призовые сборки сейчас заиграют лучше, вероятнее всего. Дали крутой прирост бласт-медикам. СП-билдам будет интереснее. У кушки кулдаун сокращается на 2 секунды, если бомбочка залетела в соло-таргет. Плюс половина маны за спелл вернется. Учитывая, что кушка у БМа и так довольно быстро откатывается, сколько там, секунды 4-5, теперь может и до 3, что практически без кулдауна, учитывая влияние КДРа на персе. У инфильтратора нерв был по скиллам, ешка меньше дамага вносит, и их геморрой не вытягивает больше хп от максимального, а стилит 12% от текущего. Было еще много разных багфиксов, и одним из важных это улучшение производительности игры в целом. В Open, на батлграундах, чтобы люди там не подвисали и их не выкидывало из игры. И, судя по отзывам игроков, для некоторых ситуация улучшилась, а для некоторых наоборот. Стало чуть хуже. На БГ я еще не вылетал, однако у меня были пару лагов на секунды 4-5. Некоторые все еще так зависают, что клиент перестает отвечать. В общем, пока не идеально, но видно, что работа была проделана. В предыдущих патчах были добавлены новые механики, теперь на персонаже можно носить несколько пушек и менять их на клавишу в зависимости от ситуации. На персонаже через настройки можно отобразить обе пушки. Обновлен интерфейс для зарядов чипа, видно сколько зарядов на чипе осталось, сколько перезарядок, жаль только пока без видимого кулдауна активных чипов. Если что, речарджеры нужно вставить в этот слот, чтобы активация перезарядки была на C. Привет, что скажешь про игру? Скажу, что... как бы тебе его писать? Тебе в 2 словах или можно и обширно полялякать? Хорошая игра, но сейчас у нее такой период не очень приятный, когда у нее много переносов, пока нет еще баланса адекватного. Многие персонажи либо не доживают, либо слишком переживают все в игре абсолютно. У кого-то слишком высокий дэмэдж, у кого-то наоборот слишком низкий дэмэдж. В целом игра увлекательная, довольно фановая. Здесь появились вот эти новые режимы, батлграунды, появились режим PvP-арен. Все это как-то занимает игрока. Ну, конечно, много чего не хватает еще. Добавили новые аффиксы на маг-резист, как для мобов, так и для боссов, о чем упоминал довольно давно. Изменили систему агро, теперь чем больше у вас армора и резистов, тем больше вы генерируете агрессии. Ветка танка теперь создает ауру, которая пассивно генерирует агро. Также в этом патче были нерфы спелл лука и небольшие изменения по бласту, дефендеру и шаману. Для легионера было приятное изменение, его бросок копья теперь в любом случае провоцирует моба. Раньше оно провоцировало только после успешного попадания кушки, работает только на ПВЕ. Напомню про родмап, если кто забыл или не знал.
Вот вышли PvP-арены и батлграунды. На очереди PvE-арены как для одной группы, так и для двух. Как здесь указано, после Weapon талантов, рун и арен будет подготовка к релизу нового данжа, депо. То есть следующие после PvE-арен должны быть активные руны, либо одновременно. Депо похож на остров, но с двумя режимами. Для одной команды PvE и для двух команд PvP. С аффиксами и прочим. Следующим будет фокус на героев и геймплей в Open World. Поэтому примерно в сентябре наш фокус будет на персонажах, гильдиях и открытом мире, включая сезонные, еженедельные и инстансовые активности. Как мы понимаем, этого не случилось, раз уже начало октября. Разработка PvE-арен заняла больше времени, поэтому и весь этот контент переносится на месяц-два. И для напоминания, геймплей в Open World, который мы видим сейчас, это базовая его версия. Очередность релиза персов, дальше команда, после него гренадер. Как-то так. Такое чувство, что в эту пятницу переносов уже не будет, так что готовьтесь. Будем потеть на танке и шамане, геймплей на Твиче. Заходите. Спайки осторожно будут. Добиваем его. Хорош. Ну вот, другое дело. Смотрите, как быстро. 0 смертей, все привыкли, все отлично. Pretty nice, pretty good. И хочу сказать спасибо всем, кто сабнулся на канал и саппортил его развитие. Эта цифра небольшая, конечно, но мне все равно приятно. За время, за внимание, за фан. Thank you. На этом все.